Приветствую, командир. Вы на канале Еще Один Ход, и сегодня у нас список лучших XCOM-like тактических игр на момент завершения 2021 года. Прежде чем мы начнем, небольшой дисклеймер. Это не топ, а скорее небольшой брифинг-обзор на каждую игру, которая уже вышла и, по моему мнению, может вас заинтересовать, если вы фанат XCOM. Само собой, в этом видео не будет самих XCOM игр, оставим Chimera Squad на совести Firaxis и их непонятных планов на вселенную Marvel. А если я что-то упустил или обделил вашу любимую тактику вниманием, то я всегда готов подискутировать на эту тему с вами в комментариях. В 2012 году компания Firaxis сделала невозможное, воскресила из мертвых жанр тактической пошаговой стратегии, выпустив XCOM Enemy Unknown, переосмыслив современную версию того самого XCOM UFO Defense, который был создан Джулианом Галлопом в далеком 1993 году. Кстати, в XCOM от Firaxis есть отсылка к оригинальному создателю в виде ключевой для сюжета постройки камере Галлопа. Так или иначе, возрождение жанра ознаменовало целый поток игр на самую разную тематику с тактической пошаговой составляющей, многие из которых вы увидите в этом видео. Осознав, что современные игроки с распростертыми объятиями принимают подобного рода игры, Джулиан Галлоп решает повторить ошеломляющий успех одной из своих первых игр и основывает свою компанию. А в 2015 году объявляет о разработке Phoenix Point. В этой игре мы берем под управление одноименную организацию Phoenix Point, снаряжаем наших солдат, налаживаем связи между другими фракциями и реагируем на события в мире. Но в этот раз мир предстает не перед угрозой инопланетного вторжения, а перед агрессивным вирусом, из-за которого флора и фауна нашей планеты начинает мутировать и превращаться в агрессивную форму жизни. А мы в это время пытаемся вырвать из лапы клешней врагов крупицы информации о том, когда же наконец выйдет Terror from the Deep от Firaxis. Это, конечно же, я шучу. А вернее, как побороть этот пандавирус. В целом, игра заслуживает внимания хотя бы потому, что тут довольно оригинально ушли от процентного соотношения вероятности попадания, заменив ее шутер-лайк механикой прицеливания, где игра нам гарантирует попадание в рамках прицела. И от попытки переосмысления оригинального XCOM в стиле Firaxis мы переходим прямо к противоположному, к тому, как должен был по-настоящему играться современный XCOM от Джулиана Галлопа, а именно Xenonauts. Это почти дословный геймплейный пересказ оригинальной XCOM UFO Defense, в том числе и в графике, хотя тут она, конечно, менее пиксельная и больше напоминает пинап-арт 40-50-х годов, как в целом и время действия самой игры. Сюжетно, тут все ровно та же песня, что и в любой подобной игре, включая все сюжетные повороты, а вот геймплейно эта игра выжимает все остатки терпения и силы воли, чтобы дойти ее до конца. Думаю, не только лишь все, но не каждый способен осилить невероятный тактический хардкор, в котором не вы закидываете пришельцев гранатами, а они вас, и просто чертовски затянутую кампанию. Эта игра имеет место быть, если вы любите вызовы, или уже сыграли во все игры в этом видео, а так лучше подождать Xenonauts 2 в надежде, что авторы поработают над своими ошибками. А пока лучше сыграть в XCOM Long War, если любите челлендж, или, прости господи, в XCOM Declassified, если вам нравится стилистика Америки 40-х. Хотя, будем честны, не так уж он и плох. Это игра о холодной войне между Америкой и СССР, во всяком случае так кажется в начале. Но тут, как говорится, не все так просто, ведь в игре хватает сюжетных поворотов, и даже есть секретная концовка, для которой игру нужно пройти дважды. Вначале эта игра совсем не прощает ошибок, во всяком случае на высоком уровне сложности. Но откровением для меня стала фишка штурм, которую в первый раз я увидел в Chimera Squad. Как оказалось, она технически взята из этой игры, только тут она очень ненавязчиво, и я использовал ее от силы всего несколько раз за всю игру. Возможно, это скорее из-за того, что игра довольно сильно наказывает игрока за провал миссии, и потому доставать оружие — это последний способ решать проблемы в этой игре.
К тому же, как и в XCOM, граната тут решает все проблемы. Так или иначе, в игре множество побочных механик, которые разбавляют игровой процесс. Расследование, шпионаж и разведка, знание разных языков, улучшение персонажей, как в плане способностей, так и есть возможность пичкать их всякими экспериментальными сыворотками. И в целом продуманный стелс с кучей вариантов, как разыграть партию. А также беспроцентная система попаданий. Один выстрел, одно попадание. Фанаты XCOM, вероятно, сейчас аплодируют стоя, и многие говорят, что это плюс в этой игре. Но когда вражеский агент убивает твоего оперативника, стреляя за 3-9 земель через стену и лестницу и попадает по полному укрытию, а ты в свою очередь обычно подходишь в упор для гарантированного убийства, это вообще не ок. Но я играл на высокой сложности, и возможно дело в этом. Несмотря на общую затянутость игры, ее все же можно рекомендовать тем фанатам XCOM, которые любят разыгрывать тактические миссии как партию в шахматы. Хотя снова же, это вторая игра, которую я упрекаю в затянутости, хотя сам я который месяц превозмогаю Long War. Если еще не видели, буду рад, если заглянете на мой канал. Но если говорить от лица среднестатистического геймера, то многих в таких играх отталкивает именно затянутость, но не все XCOM-лайки такие. Вот, например, Invisible Inc. Get to the main server, collect the data, and get out. No detours. Copy that, Central. Proceeding to target. Это еще одна шпионская вариация XCOM, но на этот раз менее мрачная, но не менее стильная. Воюете вы здесь не с пришельцами, и постоянной базы у вас нет. Но есть мегакорпорации, которым вы уже встали поперек горла своим шпионажем и хакерством. Игра начинается с того, что они решают от вас избавиться раз и навсегда, что у них само собой не выходит, а вы в свою очередь начинаете полноценную кампанию по полномасштабному вредительству этим коррумпированным личностям. Само собой, раз игра про шпионов, то главное здесь скрытность. Как и в Phantom Doctrine, ваша идеальная миссия должна проходить так, чтобы охрана от первого до последнего вашего хода остается в неведении о вашем присутствии, так как отклонение от этого плана резко поднимает сложность игры. Но тут эта сложность довольно гибко настраивается, так что в целом порог входа в игру не такой высокий, как в Phantom Doctrine. Зато здесь есть еще очень высокая реиграбельность, так как все в этой игре генерируется случайным образом, от карт до самих задач в течение кампании. И зависит даже от самих оперативников, которых вы выбрали для прохождения кампании, который не отнимет у вас много времени. В общем, рекомендую. Red Solstice 2. Это такой XCOM-лайк с боями в стиле Diablo. Перед нами типичный сюжет в стиле плохие парни захватили планету Горд-Галактику, а мы в роли спецслужб пытаемся этому помешать. Только в этом случае у нас спецотряд почти кровавых ангелов, которые борются с почти тиранидами на Марсе. Что печально, так как все остальные сюжетные повороты тоже слизаны из других игр. В общем, в этом плане не ждите тут никаких откровений. Геймплейно тут тоже без сюрпризов. Строим аванпосты, налаживаем связь с секторами, а они нам за это ресурсы. Есть понятие разведоперация, когда вы можете ценой потери от 1 до 3 из ваших макс-левел бойцов навсегда улучшить регион. Также есть понятие заражения. Чем оно выше, тем сложнее задания в регионе, и тем чаще они в нем появляются. И это проблема. Если вас задолбало выполнять кучу миссий и вы хотите просто немного промотать время ради исследования новой пушки, то потом вас ждет сюрприз. И следующие часа 3-4 будете выполнять ровно одну и ту же миссию по освобождению колоний раз за разом. А они абсолютно все одинаковые и происходят на одних и тех же картах. В общем и целом задумка хорошая, но вот исполнение хромает, но не на обе ноги. Так что перейдем к главной части игры – боям. И тут вся суть сводится к тому, что тебе либо хватает урона убить полчища вражин до того, как они убили тебя, либо нет. Да, есть куча ненужных предметов, да, есть несколько хитростей, чтобы облегчить себе задачу,
Но рано или поздно все равно сводится к тому, что у вас либо хватает ДПС, либо нет. Помимо этого есть просто миллион багов, застревания, подземные враги, которые бывают вас атакуют там, где не должны, боты бегут туда, куда ты их не посылал и так далее. Да, и не забудьте, все это дело происходит раз за разом на одних и тех же картах, которых тут всего 4-5 штуки. Правда, нужно отдать должное. Разработчики часто выпускают обновления с новым контентом, где есть новый класс, новые фракции и многое чего другого. Так что проект живет, и возможно скоро можно будет даже сыграть нормально в мультиплеер до 8 игроков. Но как вы, наверное, поняли, что толку от него, если пока там столько багов. Стоп, наверное вы думаете, ты же только что сказал, что она не хромает на обе ноги. Да, возможно звучит не очень, но игра подкупает ощущением, когда ты оказываешься практически перед неуправляемой стихией в виде полчищ этих доморощенных зергов и пытаешься пробить себе путь к эвакуации крупнокалиберным пулеметом и орбитальными ударами, то за такой адреналин можно простить многое. Так что если вы устали от пошаговости в этом сеттинге, то вперед крушить этих супостатов. И от пародии на космодесант перейдем к мастодонту по уничтожению ксеносов его величеству Вархаммеру. И у нас тут целых 4 игры по этой франшизе. И в этом нет ничего удивительного, ведь Вархаммер в первую очередь пошаговая настолка. И начнем мы с Механикус. Думаю, не стоит в который раз описывать, что здесь у нас есть хаб, миссии, бойцы, прокачка и так далее. Что в этой игре уникального, спросите вы? А уникально то, что это редкий случай, когда вы во вселенной Вархаммера играете за техножрецов Механикус, которые исследуют гробницу и сражаются с некронами, которые в этой гробнице пробуждаются. У нас есть шкала пробуждения, которая заполняется по мере выполнения миссий. И когда она заполняется, происходит финальное сражение, к которому, собственно, вам и надо подготовиться, отыскивая экипировку, прокачивая своих бойцов и все то, за что мы любим XCOM лайки. Но тут есть подвох. В этой игре есть элемент роуглайка, а именно за одно прохождение вы не сможете открыть все оружие и классы, и после финального сражения игра предложит пройти себя еще раз. А вот стоит ли ее проходить еще раз, это большой вопрос. Так как, будем честны, разнообразия в ней не очень много, и геймплейно все можно увидеть за одно прохождение. А в Battle Sector мы уже играем за старых добрых космодесантников, а именно за Орден Кровавых Ангелов, помогая им защитить свой родной мир от нашествия тиранидов. И несмотря на то, что по своей сути это все еще XCOM-like с укрытиями, прокачкой и хабом, тут мы управляем целой армией, а не несколькими отдельными бойцами, что в целом превращает игру в полноценный варгейм. У игры, как и у любой пошаговой тактики по Вархаммеру, довольно положительные отзывы и рецензии, а на мой вкус, в моем личном рейтинге игр по Вархаммеру, пожалуй, эта игра наиболее близко подошла к моей любимой Dawn of War 2. Как по стилю графики, так и в плане тактического геймплея, несмотря на то, что здесь он пошаговый. В общем, остается лишь сказать, что Бог Император был бы доволен. А чтобы автор этого видео тоже был доволен, не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться и прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы тем временем от поверхности планеты и космодесантников переместимся в глубины Улья и его бандам, где нам предлагают подмять под себя местный преступный мир, делая это по всем лекалам оригинальной настолки Некромунды, от прокачки бойцов до строительства базы. Эту игру можно похвалить за оригинальный дизайн, но в то же время и поругать за его однородность, так как увидеть какую-то принципиальную разницу между своей бандой и чужой будет сложновато. Хоть это и обусловлено сеттингом, но хотелось бы, чтобы ты только по одному виду мог определить, из какого клана тот или иной бандюган. А в плане геймплея тут у нас реализация очков действия, не привязанных к самому действию. Мы можем ходить и стрелять беспрепятственно. И без строгой последовательности походил-выстрелил, а очередность хода определяется инициативой. А вот если вам не по душе сеттинг будущего и мир Warhammer 40 000, то как альтернативу Некромунде можно рассмотреть Мордхейм, который по сути является его прародителем. Над городом пролетела комета, но не просто пролетела,
а слегка его задело, превратив его в зону боевых действий, где каждый клан пытается урвать побольше осколков той самой кометы. И чтобы не повторять все то же самое, что я говорил про Некромунду, скажу так, это игра для фанатов классической вахи с крысолюдьми, вампирами и другими прелестями, присущими средневековому фэнтези. В целом, благодаря тому, что игре уже практически 7 лет, для нее вышла целая куча обновлений и патчей, что делает ее гораздо разнообразнее, чем ту же Некромунду, пусть и не такой красивой, так как даже по меркам 2015 года она выглядит малость устаревшей, хоть не менее интересной и по-настоящему хардкорной. И на этой ноте мы оставим мир Вархаммера и перейдем к полной противоположности, веселой, цветастой и местами милой вселенной Нахлбек. Надеюсь, я правильно это произнес. В 2020 и 2021 году было очень мало годных тактических RPG, и Dungeon of Naheulbeuk — это прям глоток свежего, с ароматом сортирного юмора, воздуха в наши темные времена отсутствия классических партийных RPG. Сюжет довольно линеен и логичен, но не для героев внутри игры. Постоянно ноющий вор, глупости эльфийки-блондинки, гном, экономящий золото, варвар, который постоянно бросается в атаку, умная волшебница, отдувающаяся за все проверки на знание чего-либо, огр, который пытается все время что-то съесть, и рейнджер, единственный, кто пытается довести приключения до конца. А в моем случае еще и жрица, которая постоянно говорит про аристократические оргии. Знакомо? Да, звучит как классическая партия в ДНД. Как будто группа друзей со своими историями собралась за столом, а мастер пытается все это дело совместить вместе и при этом как-то двигать сюжет, который, по сути, сводится к тому, что герои взяли предмет, который трогать не стоило, и тот их проклял. Так что нужно снять проклятие и наконец избавиться от этого гнома и заняться охмурением харизматичной эльфийки. Ставьте лайк, если вы тоже любитель остроухих. В итоге это отличный RPG. Максимальным 10 уровнем, отличная тактика с разрушаемыми укрытиями, линиями обзора и friendly fire. И даже есть комбинация стихий в стиле камень-ножницы-бумага. Например, замороженного персонажа можно вместо того, чтобы наложить снятие чар, просто поджечь. Так вот, если вы фанат подобного, то смело идите и берите. Игра вызовет у вас приятные воспоминания своими сюжетными поворотами, шутками и отсылками к гик и поп-культуре. Властелину колец, Терминатору, некоторым популярным песням, романтическим комедиям и многому другому. Кстати, берите сложность выше среднего, будет гораздо интереснее. А еще, мне одному кажется, что здесь саундтрек напоминает саунд из Battlefield. Solasta — это одна из тех игр, которых хвастает тем, как круто она перенесла правила настольных ДНД в цифру. И в общем, так и есть, хоть и классов по сравнению с оригиналом маловато. Геймплейно тут все по классике ДНД. Создаем партию героев из 4 человек и отправляемся в приключения, на протяжении которых мы всю игру бросаем D20, что определяет любой чих в этой игре. Вот только в отличие от других игр типа Pillars of Eternity или Tyranny, здесь нас ждет пошаговый тактический бой. И если Naheulbeuk — это забавная сатира на поп-культуру, то Solasta — это серьезная мрачная фэнтези, достойная мира Forgotten Realms. Возможно, сейчас у вас закралась мысль, как RPG по правилам ДНД закралась в список XCOM-like Tactic. А все дело в том, что тут у нас не просто плоские арены для боя, а полноценное окружение, по которому можно карабкаться, прыгать, устраивать засады с воздуха или из-под земли, толкать врагов в пропасти или ронять камни им на головы, а также получать тактическое преимущество, занимая высоты. Так что, на мой вкус, тут найдется много чего интересного не только для того, кто любит часами сидеть, высчитывая статы персонажа, но и для того, кто любит тактически разложить любую ситуацию в свою пользу. Думаю, пришло время добавить в этот список немного Японии, а именно Valkyria Chronicles, первая часть которой вышла еще в 2008 году и уже тогда использовала механику очков действия, давая простор для маневра в плане перемещения и атаки. Эта игра рассказывает нам альтернативную историю Второй мировой войны, где мы принимаем участие в качестве одной из сторон конфликта.
на фоне которого развивается присущая для японского аниме драма и личные конфликты героев в отряде. В плане геймплея, в отличие от той же Некромунды, здесь ход определяется не инициативой, а очками командования, которые вы можете потратить на того или иного персонажа, дав ему ход в этом раунде. Но это еще не все. Что если я скажу, что один и тот же персонаж может ходить дважды, а то и трижды за ход, пусть и с определенным штрафом, что здорово добавляет тактической глубины. Ведь согласитесь, не всегда нужно ходить персонажами, которые сидят в засаде, зато всегда приходится, кстати, пару лишних хедшотов от снайпера, позаря выскочившим на вас супостатом. Ну или что может быть лучше, чем пройтись очередью из крупнокалиберного пулемета танка по позициям врагов? Причем, как вы уже поняли, здесь это можно сделать несколько раз. Cadence corrupts our lands, attacks our people without warning, has completely surrounded our nation. There is no escape. Далее у нас Massive Chalice, который, возможно, для кого-то из вас станет неожиданностью, так как это игра от Тима Шейфера, который делает очень нишевые и необычные игры. Да-да, от того самого, которого вы можете знать по Full Throttle, Psychonauts и Brutal Legend. И его талант не подкачал. Он сделал то, чего не предлагает нам ни одна игра в этом списке. У нас есть королевство, которое раз за разом подвергается атакам темных сил, и мы собираем разнообразных местных героев для его защиты. В плане геймплея все стандартно. Пошаговый бой, разные классы, улучшения и постройки. Вот только тут необычный подход к найму этих героев и их развитию. Ведь тут у нас герои могут умереть от старости в постели, а не на поле боя. А новые бойцы — это дети этих героев, которые помимо прочего наследуют черты характера и характеристики родителей. А если вы еще и поженили, например, охотницу с воином, то можете получить класс ассасин у их детей. Или охотницу с алхимиком и получить класс, стреляющий разрывными болтами. И так далее. Комбинаций довольно много, и их очень интересно изучать. А еще после смерти одного из сильных героев может остаться артефакт, который смогут использовать его потомки. В общем, если вы играли в XCOM с опцией рулетка умений, то тут это полноценная механика, которая не просто скрещивает классы, давая им разные комбинации способностей, но и наделяет уникальными. В общем, если вы пропустили эту игру, однозначно рекомендую. It may be hard to imagine, but just a few centuries from now, this magnificent creature could carry a crossbow. А тут у нас небезызвестная Mutant Year Zero, как в хорошем, так и в плохом смысле. Это отличная игра, если смотреть только геймплейный процесс, она во многом копирует XCOM 2, что только идет ей на пользу. В роли мутировавших животных и почти людей мы исследуем мир и помогаем его обитателям, и само собой устраиваем засады на плохих парней, что и является главной фишкой игры, так как тут есть стелс-механика, которая позволяет вам даже избегать стычек, но, к сожалению, чем дальше вы в лес, тем сильнее противники, и если вы пропустили слишком много боев, то придется вернуться и таки надавать по шапке всем бродячим мутантам и роботам, которых вы пропустили. Что касается боев, то тут они шикарны. И как я уже сказал, они используют успешную формулу XCOM, так что, пожалуй, добавить тут больше нечего. А вот что в игре по-настоящему разочаровывает, так это финал, после которого ты ждешь еще один акт сюжета, а вместо него идут титры. Тем не менее, мне игра понравилась, и, пожалуй, я сыграл бы в продолжение. И от антропоморфных животных к гигантским мехам. Перед вами Battletech, которая многим, возможно, известна еще с 1984 года, благодаря одноименной настолке, или из любых других материалов, выпущенных по мотивам, среди которых даже мультики. Но нас интересует именно игра, вышедшая в 2018 году, так как она отлично ложится на механики XCOM, как повторяя, так и расширяя их. В целом, она каждый аспект преподносит по-своему. Так, менеджмент базы и солдат мехов усложнен и довольно хорошо проработан, что позволяет создавать довольно интересные комбинации мехов как отряда, так и конфигурация каждого отдельно. И даже задумываться над тем, какой мех после операции нужно подлатать, а какой и так сойдет.
Ведь ремонт здесь вещь непростая, дорогая и продолжительная. Но говоря о тактической составляющей, то здесь с ней не так хорошо, как возможно могло показаться. Так как здесь у нас в роли боевой единицы выступает не человек, а робот, то вместо того, чтобы просто отнимать меху условную единицу здоровья, здесь каждый выстрел повреждает и выводит из строя его системы. И тут вы, наверное, воскликнули: так это же круто, такой простор для тактики. Но здесь вступает в силу рандом, так как здесь даже прицельный одиночный выстрел очень редко попадает туда, куда вы целитесь. А совершенно шальной выстрел, который не возлагалось никаких надежд, наоборот может задеть реактор или боекомплект меха. Единственное, что этот рандом работает в обе стороны. А если учесть, что искусственный интеллект здесь работает в стиле бежим вперед и стреляем, то вы часто можете использовать это в свою пользу. Так или иначе, эта игра подкупает дизайном и огромными мехами. Кто же не любит смотреть, как куча здоровенных роботов мутузят друг друга? Если вам показалось, что этот список уже подходит к завершению, то нет, у нас еще впереди есть несколько сюрпризов. И один из них прямо сейчас. Перед вами Steering Abyss. Я сам наткнулся на эту игру случайно, и она сразу мне напомнила XCOM Terror from the Deep, и собственно не зря. Тут у нас приключения в лучших традициях Лавкрафта, так как игра основана на его рассказе «Храм» 1920 года. По заветам XCOM есть база в виде подводной лодки, которую нужно отремонтировать, чтобы собственно слинять из этого мрачного места, а ресурсы для этого придется искать в странном городе на дне морском, так как именно здесь наши подводники потерпели крушение. И на самом деле, я думаю, вы уже сами поняли, что когда я упомянул Лавкрафта, то вылазки нашу команду до добра не доведут. В отличие от XCOM, здесь нет системы укрытий, а нам просто придется правильно расставлять подводников на поле боя, чтобы успевать и щупальца с рыболюдьми рубить, и при этом ресурсы собирать. И все это успеть сделать, пока не закончился кислород. В общем, атмосферно и сложно, так что загружаться вы будете часто. Благо, в отличие от какой-нибудь Darkest Dungeon, здесь это возможно. Ведь здесь ваша команда может не только умереть, но и с ума сойти. Или вообще стать частью кошмара Лавкрафта, отрастив несколько щупальцев. Gear Tactics вышла практически в один день с XCOM Chimera Squad и само собой встала в прямую конфронтацию с ней. И что удивительно, выиграла в ней, ведь Chimera Squad оказалась спорной, пусть и в целом хорошей игрой. Серия Gears берет свое начало как эксклюзив для Xbox. Первая игра серии вышла в 2006 году и с тех пор регулярно развивается и дополняется новыми играми. Gear Tactics — это эксперимент, попытка перенести шутер в плоскость пошаговой тактики, и нужно признать, попытка удачная, пусть и с некоторыми погрешностями. Сюжетно события игры разворачиваются за 12 лет до событий оригинальной Gears of War, поэтому если ваше знакомство с серией начинается с этой игры, вы ничего не потеряете. Но обо всем по порядку. За графику здесь отвечает Unreal Engine, а добавьте к этому кинематографические заставки и катсцены на движке, и можно сказать, что игра выглядит просто отлично. А в остальном это типичный XCOM с эффектными и кровавыми добиваниями врагов и 4 вариантами миссий в комбинации разнообразных кап. Единственное, что стоит отметить, здесь режим боеготовности не абсолютный, и необходимо выбрать конус обзора, за которым боец будет следить. А добивания, упомянутые выше, добавляют союзникам очки действия. Так что, если вы еще не играли, то однозначно стоит. My father has Colorado in the palm of his hand, and he's afraid to close his fist. I am not. Wasteland. Возможно, вы скажете, что в этой игре больше от RPG, чем от XCOM тактики, но посмотрите сами. Пошаговая боевка с укрытиями есть, найм и менеджмент отряда есть, и даже собственная база и транспорт тоже есть. Так что не включить эту отличную игру в этот список было бы, на мой взгляд, преступление. Для тех, кто не в курсе, это серия игр про постядерный апокалипсис, из-за чего ее часто сравнивают с Fallout. Хотя любой игравший в обе игры скажет вам, что это совершенно разные игры по своему духу. Да и в целом первая часть Wasteland вышла в далеком 1988 году, когда как Fallout начали разрабатывать лишь
1994, а это значит, что Fallout скорее всего вдохновлен именно этой игрой. Но что-то мы далеко ушли от основной темы. Само собой, мы говорим об игре 2020 года, и на мой взгляд, это отличная смесь жанров, где есть место не только XCOM-like тактике, но и RPG, приключениям и колоритным персонажам, отсылающих нас к некоторым реальным событиям и фильмам. Но думаю, те, кто смотрит это видео, и так уже сами играли в эту отличную игру. И если вам она понравилась так же, как и мне, ставьте лайк под этим видео. Спасибо, что досмотрели до этого момента, так как под конец я приберег две игры, которые, возможно, вы все-таки пропустили, ведь они не так сильно известны, но берут своей харизмой и стилем. И первая из них это Other Side. Что если я вам скажу, что на XCOM тактику положили сюжет о том, как мать пытается побороть собственные страхи и страхи своих детей, чтобы дать им более светлое будущее? Так это или не так, тяжело сказать. Сюжет в этой игре философский, и думаю, каждый поймет его по-своему. Хотя если учесть то, как звучат и выглядят боссы в этой игре, думаю, я недалеко от истины. Если вы уже играли, пишите в комментариях, как вы поняли сюжет этой игры, будет интересно обсудить. Так или иначе, вы уже, наверное, заметили очень стильный черно-белый визуал с вкраплением красного, которым в этой игре отображается кровь и здоровье дочерей. Что? То же самое. Вместо солдат здесь у нас под контролем дочери матери, которые могут быть 4 разных классов, один из которых открывается ближе к концу игры. Из необычного можно выделить то, что помимо всего вышесказанного здесь есть roguelite механика. Вы не можете сохранить или загрузить игру, и любое ваше решение в бою бесповоротно. И все это усугубляется тем, что некоторые способности отнимают здоровье дочерей. А чтобы подлечить одну дочь, нужно убить другую. Вот такой небольшой хардкор. Но сама игра довольно проста и полностью проходится за 10-15 часов, на протяжении которых вас будет сопровождать просто восхитительный саундтрек, который станет одной из причин, по которой вы захотите вернуться в игру и добить условную платину. И последняя игра в этом видео This is Police 2. Как и первая часть, это очень сюжетная игра про главу местной полиции. Разница лишь в том, что во второй части добавили тактические бои, где нам нужно арестовать, ну или убить всех преступников. Тут уже как получится. Но если в обычных XCOM-лайках игры пытаются показать что-то свое именно в тактической составляющей, то в серии This is Police полноценно расширяется именно так называемый менеджмент базы и сюжет. Тут вам нужно и разбираться с личными проблемами оперативников, расследовать преступления, разбираться с пьяницами и ограблениями и даже останавливать целые культы и жертвоприношения. И все это сопровождается крутыми комиксными вставками и заставками в виде тех же оживших комиксов. И все это снова же с прекрасным звуковым сопровождением. В общем, если вы уже устали от отстрела пришельцев, роботов, шпионов и всех остальных супостатов, а хотите просто откинуться в кресле и испытать на своей шкуре, каково это управлять полицейским департаментом, когда все от тебя чего-то хотят и нельзя всем угодить, так как обычно игра ставит вас перед плохим и очень плохим выбором, а единственное место, где вы можете сделать правильный выбор, это арестовать всех преступников на тактической миссии и похвалить себя за то, что закалка другими XCOM играми не прошла для вас даром. Если вам понравилось видео, то приглашаю вас на свой канал. Сейчас ваша подписка будет лучшей поддержкой, а также поделитесь этим видео с друзьями и в чатах по вашим интересам, а с меня в свою очередь новые интересные видео. А в комментариях давайте обсудим вашу любимую XCOM-like тактику. Возможно, я что-то упустил, и пусть ваш еще один ход всегда будет успешным. Good luck, Commander.